Всем привет! И сегодня, как обычно, немножко поговорим о ситуации вокруг Чернобыльской зоны отчуждения. Итак, друзья мои, ситуация в Чернобыльской зоне и на Чернобыльской станции в частности будет обсуждаться на Совбезе ООН, Совете Безопасности ООН. В частности, будет обсуждаться размещение складов с боеприпасами в непосредственной близости от саркофага. Те, кто писал, что это мои выдумки, ну, как видите, оказалось, что это не такие уж и мои выдумки. Вот, оказалось, что это вовсе не выдумки, что эта ситуация, ну, происходит на самом деле. Если ее подтверждают разведки, ну, как бы, множество стран, и если данная ситуация будет обсуждаться на Совете Безопасности ООН. Кроме того, было заявлено Пентагоном, что часть российских войск уходит с Чернобыльской зоны отчуждения. Однако вместе с тем поступила информация, что э, автобусы едут в Беларусь, причем автобусы с российскими военнослужащими едут из Чернобыльской зоны прямиком в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Соответственно, можете предположить, я думаю, и такие предположения вполне будут верны, что везут их туда на обследование и реабилитацию после облучения, в том числе в Рыжем лесу. С чем я их и поздравляю. Следовательно, я думаю, что не стоит говорить о конкретном выводе войск российских с Чернобыльской станции. Я думаю, все дело как раз именно в том, что многие военные получили нормальную дозу облучения, и, собственно, поэтому их и вывезли из Чернобыльской зоны. Возможно, также была переброшена часть техники на направление на Изюм и на Мариуполь, на Херсонском направлении, что также подтверждается открытыми источниками. В общем и целом, конечно, радоваться и прямо бить в ладоши рано, но необходимо отметить успех украинских вооруженных сил, потому что в Ирпене, например, оккупантов российских больше нет. Видео из Ирпеня, а также из Малой Рогании возле Харькова я выложу отдельно, это будет отдельный видос. Ну, как-то так. Вот, ребята, пока что ситуация остается несколько неопределенной. С другой стороны, уже есть масса освобожденных населенных пунктов, которые находятся не только в Киевской области, но также в Харьковской области и в Херсонской области. И это не может не радовать. Слава Украине!